чуть не опоздали на наш внутренний рейс, это была просто жесть. Поверьте, там просто за забором происходят стрёмные вещи. Главное же не умереть после таких деликатесов. Ухи, не откладывайте яйца на мои продукты, спасибо. Я вам снимаю, как девушка себе моет ноги. Просто не смотреть по сторонам, остановить своих тарелок. Еще и пахнет дохлятиной. Они нас наебали, как могли, мне кажется, правда? Жду не дождусь завтрашнего безлюдного острова, потому что такой шум и пиздец, это тяжело. Ну, знаете, а мне тут нравится. После очень насыщенного дня в Улувату с посещением 3 пляжей региона мы отправились в аэропорт Бали для того, чтобы перелетать на остров Флорес. Дорога от отеля в аэропорт заняла примерно час, и это всего лишь 21 километр. Понимаете, да? Погонять на Бали не получится. Ну и главный вопрос, зачем мы летим на Флорес? А затем, чтобы отправиться в лодочный тур по необитаемым островам. В итоге это станет одним из сильнейших воспоминаний за весь месяц путешествий. Но об этом в следующих 3 сериях. Лодки на острова отправляются с шумного и пыльного портового городка Лабуан-Баджо. Туда мы и летим. Прибыли в аэропорт, сдали арендованную машину и... Чуть не опоздали на наш внутренний рейс, это была просто жесть. Началось все с того, что приехали в International терминал, как на билет указано. В итоге это был Domestic терминал. Таксист нас спас, устроил какой-то токийский дрифт по многоуровневому паркингу. За 2 минуты довез нас до Domestic терминала, слава богу. Что мы думали, что уже опоздали на регистрацию и придется покупать новые билеты на новый рейс. Что приятно, на стойке регистрации нас не заставили платить за перегруз багажа, хотя в билете указано максимум 10 килограмм на пассажира. У нас было явно больше, мы ничего не платили, это здорово. После этого мы ждем у Gate 3, как написано в билетах, как нам было сказано на стойке регистрации. В итоге остается 11 минут до отправки самолета, а написано, что за 10 минут посадка закрывается. Мы уже подходим к Gate 3, и нам говорят: ой, а вы знаете, Gate 4, без всякого объявления, без ничего. Всегда нужно проверять информацию, потому что у вас на билетах может быть написано одно, а по факту получается совсем другое. Не поленитесь и лишний раз переспросите, покажите всем билеты, узнайте, откуда и когда отправляется тот или другой самолет. Это очень важно, особенно если вы такая бестолковая девушка, как я, например, и путешествуете сами, и рядом нет такого мужчины, который возьмет вас за руку, как флажочек, и потащит за собой. Будьте внимательны. Сейчас к самолету мы шли тупо через весь аэропорт по взлетным полосам. Перелет с Бали на Флорес занимает 1 час 20 минут. Мы заплатили за двоих $385, но это потому, что брали билеты за 2 недели до даты вылета. Если же брать билеты сейчас, в декабре 2017, на август 2018, например, то билеты будут стоить $150 на двоих. Мы прилетели. Это прикольно и очень сложно. А это вниз Класс! В отличие от Бали, в Лабуан-Баджо нет Uber или каких-либо других служб такси, которые можно вызвать через приложение или же по номеру телефона. Не пытайтесь гуглить, пробовал. Только местные бомбилы. Но с ними можно и нужно торговаться. 30% скинуть вполне возможно. В общем, заходим мы типа duty free в аэропорту внутренних рейсов, да, там магазинчик есть и продают там картошку. Ну, выглядит все это как картошка, оказалось, что это фрукт, который называется салак, и сейчас я буду его пробовать. Причем такой фрукт мы увидели только в аэропорту, больше нигде мы на него не натыкались. Но я увидела, что местные покупают его очень активно, значит, мимо проходить не стоит. Это такая шкурка, видите, похожа на чешую змеиную. Очень легко очищается, и внутри он похож на чеснок. Косточка внутри. Это реально очень вкусно, он такой, знаете, сладковатый, при этом не приторный, с легким оттенком ананаса. Короче, я привезу друзьям, вы с нами или не портится? Он портится. Вот она, настоящая жизнь в Индонезии, понимаете, трущобы. Это очень похоже на Шри-Ланку, потому что на Бали все было более цивилизованно. Проходит опять глаз. Помешаем, он еще извиняется. Здесь намного меньше туристов, чем на Бали. Здесь больше местных жителей, и они очень приветливые, они очень доброжелательны. Между прочим, всем понравилась моя прическа, мне было приятно. Чтобы вы понимали, это центральная улица. Ну, знаете, а мне тут нравится, что-то в этом есть, это очень колоритно. Мы скоро пойдем на рыбный рынок и все вам покажем. Вот там экзотики будет предостаточно.
нашли. Сейчас. Этому масле он готовит, смотри. Как ты думаешь, сколько этому масла? Я думаю, что можно машинное масло смело заливать, нормально будет. О культуре поведения. Знаете, люди и так тут небогато живут, и все выглядит так ветхо. И есть такой вот нюанс. Они абсолютно не беспокоятся о той природе, которая их окружает. Отношение наплевательское. Знаете, вот мы 1000 раз уже видели, как из окон прям машин выбрасывали мусор на обочины. А вот здесь посмотрите, какая красота вокруг, видите? Ну, это же невероятно. А вот эти два мальчика тут висят, малыши. И они пили сок и выбрасывали все прямо в воду. И проблема в том, что их родители, собственно говоря, делают так же. Такой небольшой лакшери, видите? Поверьте, там просто за забором происходят стрёмные вещи. А вот мы прибыли в магазинчик. Мы будем снорклить. А здесь дайвингом еще занимаются. Разворачивайся, глазик, посмотришь. Видишь? Баллончики стоят всякие. Вот давить, наверное, совсем весело. Но нам никто не даст понырять глубоко, потому что для этого нужны специальные сертификаты о том, что вы как минимум прошли какие-либо курсы. А мы с Тёмой совсем еще зеленые в этом плане, так что начнем со снорклинга. Я думаю, что все равно будет весело. Ну что, все нормально, у нас есть случай жизни, да, будем потом купаться, в принципе, везде, в бассейне. Сейчас перед нами очень серьезный выбор. Пойти поесть морепродукты в ресторане или пойти вот на этот рыночек местный, заказать там прямо на раскладке любую рыбу или краба, и там же тебе его приготовят, и там же придется его есть. Санитарией там не пахнет. Но мы посмотрели цены в ресторане и поняли, что все-таки рискнем. Let's go на рынок вместе с нами. Главное же не умереть после таких деликатесов. Мухи, не откладывайте яйца на мои продукты, спасибо. Давай от костра подальше сейчас. Я вон снимаю, как девушка себе моет ноги. Выписал, что он чихнул, реально. Сопли полетели вот туда на пол. Реально пойдем кушать? Да. Заказали мы кальмара, такую красивую рыбу. Посмотрите, как ее классно приготовили. И огромного краба. За все мы заплатили 240 рублей. 480 гривен. Это дешево, это недорого совсем. И посмотрите, какую поляну нам накрыли. То есть в придачу ко всей еде, которую ты заказываешь, да, допустим, рыбка и кальмар уже готовы. Идет соус, идет рис, идут овощи. И вода. И вода. Для сравнения, в ресторане только креветки стоили 150 000 рублей. Это же круто. Да. Видать, кто будет кушать. И вот такой вот вид. В общем, вы знаете, в жизни бывают моменты, когда на антисанитарию можно закрыть глаза. Просто не смотреть по сторонам, а смотреть себе в тарелку. И вилкой, знаете, я ем как? Аккуратно. Это же общественная вилка. Я вот так не кашаюсь. Он понял какой-то тазик еды этим китайцам. Тазик, Тёма. Он приготовил тазик, огромный таз супа. Кстати, из европейцев на этом рынке были только мы, а так только местные и китайцы. Ура! Как я вовремя включил камеру, да? Спасибо большое. Thank you. Thank you. Я в тебя Очень верю, хорошо. давай. Да. Крупным планом снимаю. Грязные мои руки. С шикарным маникюром. Иванка, ты молодец. Иванка, спасибо, Джибар. Если будете здесь, на рыбном рынке, заказывать краба в томатном соусе, знаете, что это астромата. Еще есть много вариантов, фри, там жареный краб и так далее. Это вообще жестко, а вот это настоящий трэш. Еще и пахнет дохлятиной, так что заходим. Это очень стрёмно. Очень грязно под ногами, потом кеды будут вонять рыбой. Ух ты, смотри, синяя рыба. А что это с ней? Что она синяя? Выставляют кадр. В общем, мерзко, отвратительно и очень-очень колоритно здесь. Что ты не хочешь сниматься? How much is this pepper? Не понимаю. Надо, чтобы крыса не бежала сейчас по проходу. Хамас? 10,000. 20 гривен. Можно 3?
One, two, three. Так вот. Thank you. Thank you very much. Thank you. Тоже 10. Давай возьму еще 2. Ну бери давай как раз. Давайте еще 2. Они нас наебали, как могли, мне кажется, правда? Наверное, это еще копейки стоит. Да похер, Лид, 20 гривен, о чем говоря. Я думаю, что каждый решит сам, питаться ему в таких местах или нет. Попробовать, в принципе, можно, было довольно-таки вкусно, и мы даже не отравились. Нас в хорошем смысле слова пронесло. Мы отдыхаем месяц уже. 3 дня, Лида. Полноценных 2 дня, правильно? Полноценных 2 дня, да. Hello. Я в шоке. Я жду не дождусь завтрашнего безлюдного острова, потому что такой шум и пиздец, это тяжело. Мы уже почти в отеле, сейчас будет тихо, сейчас будет замечательно. Оказалось, что в номере отеля ничуть не тише. Всю ночь местные детишки кричали и взрывали петарды на улицах. Я думаю, что в черте Лабуан-Баджи в принципе невозможно найти тихий отель. И ночь перед обратным вылетом мы проводили в отеле за городом, и там было тихо и спокойно. Тёма зануда, Тёма зануда. На самом деле, для общего развития то, что сейчас происходит вокруг, это очень круто, потому что, ну, ты понимаешь, каким может быть мир, он может быть богатым, бедным, ветхим, запущенным, он может быть прекрасным, он может быть антисанитарным и вкусным одновременно, а еще мир может быть шумным. Если бы все страны мира были бы одинаковые, некуда было бы ездить сейчас будет. Да, сейчас мы провалимся в пропасть. Слишком шумно, слишком грязно. Все спрашивают hello, хочешь ли ты купить тур, хочешь ли ты байк, ты фотомодель и так далее, и так далее. Я, короче, люблю путешествия, природу, закаты, красоту, водопады. Да тут прикольно, ну чего, понятно, что ты сюда не приедешь отдыхать, наслаждаться особо нечем в плане красот города, но чисто для разнообразия вот такой вот колоритный трешечок, это же забавно, но это круто. Один день и на острова, да. I know